Мы давно хотели провести такой подкаст в формате вопросов и ответов, и вот этот час настал. Наш зритель прислал нам целую пачку вопросов по аудио, а также накопились другие вопросы, которые нам часто задают. На них мы и ответим. Здесь все от физики виниловой канавки до математических пределов ресэмплинга. Никакой воды, только глубокий технический разбор. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Эмилия. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали. Начнем с железа. Сейчас все чаще говорят, что производство винила стало почти цифровым. На заводах используют предварительное 3D-моделирование канавки, мастер-файл загружают в систему, алгоритмы анализируют спектр, динамику и ограничения носителя, и на основе этого рассчитывают геометрию будущей дорожки. Говорят, что такой подход дает максимум качества и якобы исключает ошибки старой школы. Эмилия, это и есть та самая революция, которую мы ждали? Алекс, здесь важно сразу разделить маркетинговые ожидания и реальность производственного цеха. То, что ты описал, лазерная гравировка по 3D-модели канавки, это концепция HD-винил. Звучит эффектно, но на практике проект оказался поставлен на паузу из-за вопросов по технической сложности и стоимости. Реальная инновация сегодня не в замене резца лазером, а в умной автоматизации процесса. Современные автоматизированные прессы и линии используют цифровые системы контроля, которые работают уже на уровне 4.0. Что это за уровни, смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. Программное обеспечение отслеживает десятки и сотни параметров – температуру, давление, стабильность цикла, а также использует данные предварительного анализа мастер-файла, например, ограничения по уровню и поведению низких частот. И что это позволяет? Это позволяет снизить процент брака, система заранее видит потенциальные проблемы и не доводит процесс до аварийного режима, обеспечить повторяемость, пластинки в тираже получаются максимально близкими друг к другу, в пределах возможного, конечно. Но тут важно не питать иллюзий. Это не волшебная кнопка качества. Алгоритм не слышит музыку, он оперирует числами и следит за физикой процесса. Его задача — защитить от технических ошибок, а не сделать звук лучше сам по себе. Финальное качество все равно начинается с мастер-файла. Если на входе компромиссный или слабый материал, никакое 3D-моделирование это не исправит. Поэтому мы говорим не о революции, а об эволюции контроля и точности при сохранении ключевой роли инженера. Тогда логичный вопрос: можно ли любой ЦАП подключить к оборудованию для резки винила? Например, чтобы делать лак прямо с файлов DSD 1024 или PCM 1,5 МГц? Теоретически – да. Практически почти никогда. Системы резки винила не рассчитаны на работу с любыми ЦАПами. Им нужен строго определенный аналоговый сигнал с точным уровнем, импедансом, симметрией и предсказуемым поведением во всем рабочем диапазоне. Форматы вроде DSD 1024 или PCM 1,5 МГц в любом случае на выходе ЦАПа превращаются в аналоговый сигнал, а его ультравысокочастотная составляющая ограничивается фильтрацией и самим аналоговым трактом системы резки. Но ультразвук может же быть записан? Высокие частоты дискретизации действительно полезны на этапе обработки и мастеринга. Они упрощают фильтрацию и снижают побочные искажения цифровой обработки. Но для винила это не самоцель. Физически винил может содержать ультразвук, но он не является рабочей или воспроизводимой частью формата и чаще представляет технологический риск, а не преимущество. Хорошо, тогда о цифре. Спрашивают, ваш конвертер, имеется в виду программа AUI Converter, можно ли рекомендовать студиям как ресэмплер Pro уровня?
Безусловно. AUI Converter изначально проектировался для интеграции в профессиональный студийный процесс. Математическая точность обработки здесь достигнута с серьезным запасом и фактически стремится к теоретическому пределу. Все это подчинено главной цели – максимально возможному сохранению исходного характера звука. При этом мы соблюдаем баланс, даем профессионалу гибкие настройки, но не перегружаем его лишними опциями, позволяя сосредоточиться на самой музыке. По сути, это продукт, рожденный в диалоге с нашими клиентами из про-сегмента и энтузиастами аудио. Вопрос. А как объяснить, что конвертация аудиофайлов — это не просто добавление цифр? Если строго, при ресэмплинге действительно добавляются новые отсчеты. Новой информации и так называемой детальности в аудиофайле не добавляется. Но ключевое слово тут — как добавляются эти отсчеты. И да, улучшение частоты звука при проигрывании может появиться. То есть проблема не в самом факте добавления? Да, качественный конвертер аккуратно пересчитывает форму волны между исходными точками. И что отличает хороший конвертер от плохого? Он контролирует фазовые и амплитудные искажения, минимизирует их или не имеет вовсе, в зависимости от режима. Нелинейные искажения у профессионального инструмента настолько малы, что ими можно пренебречь. А при Beat Perfect конвертации он вообще ничего не добавляет к сигналу, просто меняет один способ упаковки данных на другой. Внимание уделяется также дитерингу при понижении разрядности до 16 бит и так называемому звону фильтров ресэмплинга. Все это должно быть тщательно сбалансировано. А если просто увеличить частоту без особого старания? Тогда легко повредить исходный сигнал. Цель качественной конвертации — сохранить только исходную информацию и не добавить ничего лишнего. То есть ресэмплинг делается не ради файла. Конечно. Разумный ресэмплинг всегда делается под конкретный ЦАП, стример, смартфон или другое аудиоустройство, а не просто для того, чтобы раздуть характеристики файла. ЦАПы, как правило, поддерживают несколько разрешений. Назовем разрешение режимом ЦАП. Для каждого режима может производиться переключение аналоговых электрических цепей и цифровых обработок. Так, и что? Соответственно, для конкретного устройства ЦАП или чипа ЦАП другого аудиоустройства может быть режим с минимальными искажениями, частота дискретизации с минимальными искажениями, в силу реализации устройства. А ресэмплинг и делается для того, чтобы подобрать разрешение этого ЦАП с минимальными или оптимальными искажениями для наилучшего звучания ЦАП. А что значит оптимальными искажениями? Не всегда нужны минимальные искажения для субъективно лучшего звука. Поэтому подбираем режим или частоту дискретизации, которая лучше звучит субъективно. То есть так, как нужно живому слушателю, а не приборам. А передискретизация всегда дает слышимый результат. Результат зависит от устройства, исходной записи и опыта слушателя. Давай объясним все коротко и по-простому. Первое. Мы подбираем частоту дискретизации, ЦАП или стримера, на которой он дает наилучший звук. Делаем это на слух. А те, кто имеют желание, делают это по приборам. Второе. Потом конвертируем частоту дискретизации файлов в подобранное значение. Оптимизируем файлы. И выигрыш в звучании можем получить не из-за повышения так называемой детальности самого файла, а именно в процессе проигрывания оптимизированных файлов через ЦАП за счет свойств самого устройства. Верно. А подробности можно почитать по ссылке в описании к этому видео. Вопрос про подключение ЦАПов. Будущее за Ethernet и USB 5.0, ведь так можно передавать файлы любого размера, хоть DSD 512 длиной 20 минут. Размер файла здесь вообще не проблема. Уже давно. Даже DSD 512 при воспроизведении требует сравнительно небольшую полосу. Она на порядке ниже возможностей и USB, и Ethernet. То есть вопрос не в мегабитах? Совсем не в них. Ключевые вещи — стабильность потока и синхронизация тактирования. Джиттер мы не будем рассматривать, так как эту проблему можно решить на приемном конце цепи. Об этом мы говорили в видео по ссылке в описании. Ethernet перспективнее USB?
Передачу можно осуществлять по любому каналу с достаточной полосой и стабильностью передачи пакетов. Мы можем дополнительно, поверх передающих протоколов, обеспечить контроль целостности передаваемых пакетов в устройстве цифроаналогового преобразователя и собрать их в единый поток из FIFO-буфера, тактируемый внутри ЦАП. Дело не в гонке пропускной способности, а в контроле времени и стабильности. Но Ethernet он для больших расстояний, верно? Да, для разветвленных мультирум конфигураций это важно. Можно решить проблему за счет Ethernet с допустимым расстоянием до 100 метров, а для близко расположенных устройств до 5 метров, соединенных точка-точка, USB – наилучший вариант, в том числе в силу отсутствия необходимости иметь сетевое оборудование. А теперь коснемся вопросов, связанных с каналом. Вопрос. Почему меня забанили на канале? Скорее всего, вопрошающий нарушил правила сообщества. Здесь не приветствуется троллинг, грубая речь, агрессия и ненависть к любым персонам, как открытые, так и скрытые. Здесь не площадка для психотерапии. Мы не будем спорить и отвечать. Мы не переделываем людей вместо них самих. Они имеют право быть такими, какими есть. Но и мы не обязаны погружаться в их негатив и тратить свою энергию впустую. Вместо этого мы лучше уделим больше внимания людям, которым полезна наша информация. Удаление постов? Опыт показывает, что удалять отдельные посты практически бесполезно, потому что их авторы не проявляют понимания нашим правилам, и после некоторого воздержания от нарушений они часто принимаются за старое. Здесь уютное место для комфортного обмена мнениями, клуб для любителей аудио. Наш автор, Юрий Корзунов, давно искал подобное место, но пришлось создавать самому, просто потому, что не смог найти ничего подобного в сети. А если в комментарии явная техническая неграмотность? В комментариях попадались призывы удалять такие посты. Но люди имеют право думать так, как они думают, до тех пор, пока это мнение не начинает агрессивно навязываться другим. Автор канала может быть не согласен с техническим подходом или объяснением в комментариях, но такой комментарий остается. Никто же не мешает выражать несогласие в вежливой форме или игнорировать. Не надо спасать от неграмотных, по вашему мнению, комментариев тех, кто не просит. Тем более не всякий, кто считает себя объективистом и спасает деньги, как он думает, простодушных аудиофилов от коварных маркетологов, имеет достаточно глубокие знания, чтобы судить о некоторых субъективных, на первый взгляд, вещах. Такие специалисты нередко плывут при общении с профессионалом. И зачастую физику и математику знает не так хорошо, как преподносят в комментариях, попутно отправляя других изучать ее. Или не очень понимают, как это применяется на практике. Юрий Корзунов говорит, что не раз, начиная копать глубже из чувства противоречия, находил опровержение заблуждений, кажущихся на первый взгляд верными и незыблемыми для объективистов. Как, например, ошибочное подтверждение теоремой Найквиста-Шеннона-Котельникова избыточности Hi-Res аудио для звука в реальной жизни. Некие персоны сомневаются, а есть ли специальное образование у автора канала, он вообще что-нибудь понимает в теме, и утверждают, что ролики технически неграмотные и аудиофильские. Юрий Корзунов – выпускник вуза по специальности автоматика, телемеханика и связь, с красным дипломом. В радиотехнической, а теперь и в аудиоотрасли он профессионально работает с 1996 года. За плечами путь от программиста до руководителя проектов и 15-летний опыт работы на глобальном рынке. Он прошел всю карьерную цепочку с самого начала, поэтому все его знания и навыки сугубо практические. Да и само содержимое роликов говорит об этом лучше любых дипломов. Конечно, если вопрошающий обладает достаточными экспертными знаниями, чтобы оценивать техническую грамотность содержимого роликов. А теперь коснемся темы, которая беспокоит некоторых людей, посмотревших наши видео. Почему вы используете искусственный интеллект для создания видео? Это же невозможно смотреть. Можно также спросить, а почему вы используете компьютеры или автомобили или сотовые телефоны? Это инструменты.
Мы используем искусственный интеллект, потому что это решает задачи производства видео и оставляет больше времени на основную деятельность – разработку нашего программного обеспечения. Получить ролики такого уровня качества традиционными методами – это дорого и несоизмеримо долго. При этом ценности в самих знаниях от живой съемки больше не станет. Но говорят, что это невозможно смотреть. Слушайте как подкаст. Не смотрите. И да, у части людей наблюдается эстетическое неприятие сгенерированного контента. Это нормально, но многие сцены и озвучка в наших видео уже сейчас выполнены на уровне профессиональных дикторов и актеров. Тщательно и со смыслом подобран антураж на картинке с дикторами, их одежда и образ. Эстетика, чувство прекрасного – это наш конек. А сценарии тоже пишет ИИ? Главой-то автор, наверное, совсем не думает? Это один из популярных мифов на просторах интернета, что хорошее видео делается нажатием на одну волшебную кнопку. Наполнение смыслами в наших видео полностью авторское, от Юрия Корзунова, как опытного разработчика и руководителя проектов. Сбор и систематизация материалов, факт-чекинг и литературная правка ведутся в комбинированном режиме. Искусственный интеллект, запросы к поисковым машинам, ручная обработка. Но фундамент – это всегда личный опыт автора. Вряд ли человек без глубоких экспертных знаний в аудио смог бы даже поставить задачу ИИ, не говоря уже о проверке результата. А эксперты, утверждающие обратное, зачастую могут быть просто не погружены в тему на практике. В конце концов, мы же здесь звук обсуждаем, а не качество грима диктора. О тонкостях производства наших видео вы можете почитать статью в нашем телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. А есть и такие вопросы, которые совсем уже странно читать. Почему это в нашем подкасте обычно мужчина задает вопросы, а женщины отвечают? Какие из женщин эксперты в аудио, особенно из красивых? Видимо, такие вопросы приходят от людей, далеких от современного положения в отрасли и реального положения вещей в современном мире. Или троллей, которые ожидают, что с ними будут дискутировать. Не будут. Здесь не о чем говорить. Наш автор, Юрий Корзунов, говорит, что за всю свою карьеру никогда не испытывал в работе над проектами проблем со специалистом по причине пола. Тут человек либо может дать результат, либо нет. Либо ему интересно, либо не очень. В радиотехнике и аудио женщины оставили заметный след. Да и что касается красоты, поинтересуйтесь биографией одной из самых культовых фигур в истории технологий. Кто такая Хеди Ламар и какой вклад она внесла в современную связь? Некоторые будут крайне удивлены, что они каждый день пользуются результатами ее изобретений. Вот, я тоже ответил на вопрос. Постоял за нашу мужскую честь. Ха-ха. Теперь давай вернемся к технике. Про видеотехнологии. Как добавить в ролик от 720p до 8К максимально качественную аудиодорожку? Для видео оптимально использовать PCM 48 кГц, 24 бита. А выше 96 кГц или FLAC? FLAC lossless, но поддерживается не везде. 96 кГц возможно, но большинство платформ все равно перекодируют звук. Тогда на что реально стоит обратить внимание? На корректный уровень, отсутствие лишней обработки и чистый экспорт без улучшайзеров и лоси сжатия данных. Именно там качество теряется чаще всего. А подкасты и аудиокниги? В каком формате писать, чтобы размер был разумный, а качество хорошее? Начинать всегда лучше с качественного исходника. Оптимально Wave 48 кГц на 24 бита для записи и монтажа. Почему именно так, если голосу не нужен весь диапазон? Потому что запас по качеству нужен для обработки. Эквалайзер, шумоподавление, монтаж. Финальный формат — это уже отдельный этап. И что лучше для публикации? AAC или Opus. На тех же битрейтах они дают меньше артефактов, чем MP3. Для большинства случаев Opus эффективнее при низких битрейтах. А MP3 совсем не вариант? Возможен, но менее эффективен.
Ориентировочно хорошее качество речи будет при таких битрейтах. Для MP3 – 128 килобит в секунду, для AAC – 64-96 килобит в секунду, для Opus – 48-64 килобита в секунду. На что еще нужно обратить внимание? На микрофон, акустику комнаты и запись в моно там, где стерео не нужно. Плохой исходник не спасет ни один кодек. Еще вопрос про AUI-конвертер. Почему некоторые апсэмплеры поддерживают PCM 2822 3072 кГц, а в вашем конвертере этого пока нет? Потому что такие частоты почти нигде не используются. Даже в сегменте кастомного оборудования такие решения остаются единичными и экспериментальными. В реальной жизни PCM 705-768 кГц пока еще не очень востребован, и это при достаточном наличии техники. Поддержка ради галочки – плохая идея. Каждая новая частота требует разработки целого набора фильтров и тестов, месяцы работы. Инвестировать колоссальные ресурсы в функцию, не имеющую практического применения для достаточно широкого круга людей, стратегически неверно. Если нет реального спроса или его перспективы, мы лучше потратим усилия на более понятный продукт, который на момент записи ролика уже близок к пробному релизу и о котором нас неоднократно просили клиенты. Есть ли смысл в передискретизации внутри софтплеера перед подачей на ЦАП? Да, если есть положительная разница в звуке. Мы это подробно разобрали ранее в этом подкасте, отвечая на вопросы о передискретизации файлов. Как правильно настроить ASIO и WASAPI для максимального качества? Сначала базовое. Использовать эксклюзивный режим. У ASIO всегда он есть, у WASAPI по выбору. Для WASAPI в эксклюзивном режиме сигнал идет напрямую к ЦАП, системный микшер и буфер Windows обходятся. Выбрать размер буфера, достаточный для работы без опустошения, использовать родные драйверы ASIO для устройств. То есть для ASIO системный микшер не нужен, Да, ASIO всегда обходит микшер и буфер Windows. а для WASAPI? Только в эксклюзивном режиме. В Shared Mode сигнал все равно проходит через системный микшер и буфер Windows. Есть ли универсальные настройки? Нет. Дальше все зависит от конкретного ЦАПа и железа. Универсального рецепта не существует. И финальный вопрос. Можно ли доверять искусственному интеллекту студийный мастеринг? Как помощнику – да. Как полной замене человеку пока нет. Хотя некоторые звукорежиссеры считают, что достаточно скоро их профессия может утратить актуальность для основной аудитории. ИИ отлично выравнивает уровни и ловит грубые ошибки, но он не чувствует контекст, жанр и эмоцию. Пока это инструмент, а не автор. Ну что ж, мы прошлись по очень разным темам. От физики виниловой канавки и студийного ресэмплинга до сетевых протоколов, видео, подкастов и роли искусственного интеллекта. И если попробовать все это свести к одному выводу, магии в аудио нет. Есть физика, математика и инженерные решения. Да, и, пожалуй, главный вывод такой. Технологии сегодня стали намного точнее и надежнее, но они не принимают решений за человека. Они помогают не испортить звук, но не создают его сами. Все по-прежнему начинается с исходного материала, понимания процессов и осознанного выбора инструментов. Поэтому не стоит гнаться за цифрами ради цифр, будь то частоты, битрейты или версии интерфейсов. Гораздо важнее понимать, зачем вы это делаете и как это влияет на реальное звучание в вашей системе. А если хочется разобраться глубже, мы оставили ссылки в описании. Там дополнительные материалы, статьи и разборы для тех, кто хочет копнуть дальше. На этом будем завершать. Спасибо, что были с нами до конца. И слушайте хорошую музыку.
А с вами были Эмилия и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter. Ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по темам ролика в комментариях. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.